Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья! Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами поделимся самой актуальной информацией на 8 января. Поговорим о великом празднике, о соборе Пресвятой Богородицы. Поговорим о народном празднике Бабьей каши или Бабий праздник. Поговорим о том, что ни в коем случае нельзя делать в этот день, чтобы не привлекать беды, неприятности и проблемы в свою жизнь. Также дадим определенные советы и рекомендации, и, как всегда, уделим внимание лунному календарю. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Друзья, будет много полезной, важной, нужной и интересной информации для вас. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя. Ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации. Итак, друзья, сегодня у нас 8 января. И 8 января мы все отмечаем праздник Собор Пресвятой Богородицы. И согласно церковному календарю, именно в этот день с благодарственными молитвами и хвалебными песнями мы обращаемся к Пресвятой Богородице за то, что она родила Спасителя нашего. И вы знаете, 8 января православная церковь восхваляет Богоматерь. И собором этот день называют потому, что в отличие от других праздников, посвященных Богородице, Рождество, Зачатие, Благовещение, 8 января проводят общее празднование и других лиц, близких Иисусу Христу и Деве Марии. В народе же 8 января празднуют Бабьи каши, и это время считается началом свята, которые начинаются с первой звезды, появляющейся в рождественский сочельник, а заканчиваются освящением воды 19 января в крещение Господня, чествуя повитух. Наши прародительницы рожали в присутствии повитух. Это, как правило, была женщина зрелого возраста и имела несколько детей, которая помогала появлению на свет младенца с помощью определенных практик, ритуалов. Она облегчала родовую боль, окуривала роженицу целебными травами и особенным образом топки бани, где обычно проходили роды. 8 января был днем, когда все рожавшие женщины традиционно собирались вместе и шли поблагодарить повитуху за ее труд, неся ей всевозможные угощения. Это были и блинчики, пирожки с разными начинками, а также подарки. Как правило, это было нательное и постельное белье. Дарили одежду, полотенца и куски материи. И, конечно же, плохая была примета в этот день, когда брызги на руки попадали той, что поливала. Это означало, что больше у нее детей не будет, хотя те, кто уже не хотел рожать, специально обрызгивались такой водой. И мужчины на бабий праздник не пускали, потому что это было сугубо женские посиделки. Поэтому супруг повитухи, когда к ней приходили гости, он уходил из дома. А вот рожденные 8 января, вы знали, люди, рожденные именно 8 января, обладают веселым нравом. Они умеют договариваться с другими, никогда не будут жить в бедности, вырастут хозяйственными. Обычно о таких людях говорят, что у них руки золотые, а вот камень, который будет помогать в жизни, это рубин. И вы знаете, основная народная примета, что нельзя делать 8 января в праздник Бабьих каш, это в чем-либо отказывать беременным и повивальным бабкам. Иначе с отказавшим может случиться беда большая. По народной примете нельзя было 8 января работать. Особенно этот запрет касался будущих матерей и отцов. У ослушавшихся может родиться малыш с разными физическими отклонениями.
Согласно поверью, в праздник бабьих каш беременные должны были ходить по домам со столовой ложкой и просить у хозяев накормить их кашей, специально приготовленной для этого случая. И вы знаете, отказывать такой гости было нельзя, иначе может в доме приключиться множество проблем. И пожар, и хищники могут напасть на скотину, или же и другие какие-то беды могут прийти в дом. 8 января запрещалось из дома выносить хлам, особенно старую и треснувшую посуду, потому что иначе, по народной примете, придет в семью горе и несчастье. Не рекомендовалось 8 января в дом, где есть новорожденные, пускать на ночлег путников, но и отказывать путешественникам тоже воспрещалось, иначе вместе с ним может при счастье и уйти. И в такой ситуации хозяева дома обязательно кормили зашедшего к ним гостя, а ночевать отправляли в другой дом, дав с собой угощение. Сегодня под запретом был и кисель, потому что верили в народе, что тот, кто его выпьет в день бабьих каш, очень скоро отправится на тот свет. В этот день была традиция поднимать малышей выше головы, для того, чтобы они выросли крепкие, здоровые и высокие. И 8 января выносите из дома хлам и битую посуду, и это принесет вам счастье. Также в этот день, 8 января, не стоит совершать манипуляции и с постельным бельем, покупать, стирать или менять. В противном случае вы можете потерять ночной покой. И именно сегодня, 8 января, вы можете провести ритуал на привлечение богатства и изобилия в свою жизнь. Поэтому, если вы хотите поправить свое материальное положение и призвать деньги в свою жизнь, то 8 января вечером выйдите на улицу и подкиньте пригоршню монеток, сказав при этом следующие волшебные слова. «Как чистый огонь ярко в темноте горит, так пусть и в доме моем злато всегда звенит. Пусть земля добром приумножается, а кошелек мой деньгами наполняется». И после этого идите себе домой, ни с кем не разговаривайте. Вот, друзья, у нас с вами такой интересный день 8 января. Теперь вы знаете о том, что у нас ждет 8 января, что нельзя ни в коем случае и на что обязательно нужно обратить свое внимание. Ну, а далее, друзья, у нас с вами лунный календарь на 8 января 2022 года. По лунному календарю нас с вами ожидает 6 и 7 лунный день. Растущая луна в знаке зодиака Овен. Вы знаете, сегодня день покоя, смирения. Этот день не подходит для напора и активных действий, поэтому сегодня не ждите неожиданных событий. Также сегодня прекрасный день для завязывания знакомств, для построения новых планов в рамках задуманного в начале лунного цикла. Также сегодняшний день позволяет человеку напитаться положительной энергией и почувствовать себя намного бодрее и сильнее. Приобщение к неземной энергии позволит постичь многие прописные истины, которые раньше были недоступны для понимания. Именно в этот день зерна можно отобрать от плевел, постичь, где правда, а что же все-таки было ложью. Интуиция, телепатия и чувствительность – все это может максимально обостриться. Пророчества и предсказания, данные в этот день, имеют больше шансов сбыться, чем в любое другое время. Об этом говорит один из символов этого дня – облако, трактуется которое как пророк и открыватель божественной истины. И обращаем ваше внимание, что Луна в знаке зодиака Овен благотворно влияет на реализацию всего, что связано с выживанием, и позволяет в большей степени раскрыться заложенным в каждом человеке качеством, помогает управлять материей при смене физического тела. Возможно, используя подсказки ритмов из космоса в своей жизни, вы можете раскрыть свой внутренний потенциал. А когда Луна находится в знаке зодиака Овен,
Происходит увеличение физической и психической активности. Возникает желание быть первым везде и во всем. Азарт возрастает, происходят изменения в умственных способностях, проявляется творчество, оригинальность, смелость и агрессивность. В это время хочется заниматься чем-то необычным, а не рутиной. По отношению к коллегам начинает появляться энтузиазм и азарт. Желание много путешествовать, и этим стоит воспользоваться. Лихие водители и отчаянные пешеходы, которых в эти дни на наших дорогах будет великое множество, значительно усложняют ситуацию. А человек, находящийся в алкогольном опьянении, ведет себя неадекватно, задирает, ссоры часто заканчиваются драками. Коллеги начинают то одно дело, то другое, и им все быстро надоедает. В офисе сложно усидеть на одном месте, и хочется все время двигаться. Что же касается руководства, то его поведение становится эмоциональным и импульсивным. Он принимает решения спонтанно, не думая о других. Как говорится, рубит шашкой налево и направо, и возникает большая вероятность того, что можно попасть под горячую руку. Поэтому сегодня, 8 января, рекомендуется спокойно заниматься своими обычными делами. Не ропщите на жизнь, обстоятельства, близких, любому недовольству сейчас не время. Поэтому принимайте все так, как есть в вашей жизни. Что же касательно стрижки волос, то день, когда нужно без лишних раздумий сказать решительное «нет» стрижкам, укладкам, наращиванию и всему, что касается волос. Этот день не подходит для визита к парикмахеру. Все вышеперечисленное не принесет вам пользы и, скорее всего, ослабит и заберет энергию у ваших волос. Волосы будут касаться безжизненными, а секущиеся кончики неприятно напомнят о себе. Если у вас возникла идея начать оздоровительный курс, то делать этого не стоит. Вы просто потратите ваши деньги впустую. Пренебрегая этим простым запретом, вы рискуете вместе с волосами потерять и свое здоровье. Несмотря на все это, день обещает быть достаточно приятным и насыщенным событиями. Что же касательно окраски волос, то волосы сегодня лучше не красить. Это может расстроить ваши отношения с коллегами. А что же касательно самой прически, то сделайте сегодня строгую прическу и зафиксируйте ее лаком. Этот день, 8 января, будет богат на бурные эмоции. Многим даже захочется побыть в одиночестве, чтобы привести в порядок свои разгулявшиеся чувства. Эмоции не будут негативными, просто их количество будет зашкаливать и, возможно, даже не поддаваться контролю. Сегодня предпочтительно 8 января не одалживать ни деньги, ни вещи, иначе вместе с одалживаемым добром будут забраны и покой, и удача. Помните об этом.